Всем привет! Сегодня у нас на обзоре дизельный рамный внедорожник Haval H9. Его главным конкурентом является Toyota Land Cruiser Prado. Давайте оценим его экстерьер, интерьер, техническую оснащенность и силовые агрегаты. Внешний вид у внедорожника получился довольно внушительным и агрессивным. Спереди мы видим биксеноновую оптику. По центру расположилась хромированная решетка с надписью Haval. Здесь пластиковые вставки, в которые были вмонтированы противотуманки. На капоте мы видим выштамповки, также есть воздухозаборники с хромированными полосками. Помимо всего, здесь установлены датчики парктроников, а также омыватели фар. Давайте посмотрим на автомобиль сбоку. Как мы видим, сбоку автомобиль также выглядит внушительно. Передние фары немного сползают на крылья. Присутствуют выштамповки на арках. Также есть шильдик Haval. Здесь у нас установлены легкосплавные колесные диски на 18 дюймов. Спереди стоят дисковые обдуваемые, вентилируемые тормоза. Сзади дисковые обычные. Далее у нас расположились боковые двухцветные большие зеркала, установлены повторители поворотов. Также здесь есть проекция на пол, где видна надпись Haval. Во всю длину кузова есть ребро жесткости, как мы видим. Оконная линия обрамлена хромированной вставкой. Присутствуют рейлинги. В данном внедорожнике присутствует бесключевой доступ. В нижней части у нас расположился молдинг, также во всю длину дверей. И ступенька из шлифованного алюминия, которая проклеена резиновыми вставочками, чтобы у нас нога не скользила. В самой задней части у нас также присутствуют выштамповки и люк открытия бензобака. Размеры внедорожника таковы: длина 4856 мм, ширина 1926, высота 1900, колесная база 2800, клиренс 235 мм. Снаряженная масса автомобиля 2405 килограммов. Полная масса 2950. Угол рампы 23 градуса, угол опрокидывания 35, угол преодолеваемого подъема 26,5, угол въезда и съезда 28 и 23 градуса. Спереди устанавливается двухрычажная подвеска, сзади многорычажная. А теперь давайте пройдем в заднюю часть автомобиля и оценим его экстерьер. Самую верхнюю часть у нас занимает пластиковый спойлер с повторителем стопов. Под ним расположилась форсунка для омывания, дворник. Как мы видим, задняя оптика у нас выполнена в достаточно оригинальной форме и выглядит очень даже современно. Далее присутствует надпись Haval, которая также хромированная. Ниже расположилась хромированная накладка. Здесь же установлены подсветки для номеров и камера заднего вида. Хромированная ручка, надпись Haval H9 и 4WD нам показывает, что машина с полным приводом. Стоит обратить внимание, что нижний бампер у нас защищен как сверху, так и снизу стальной накладкой. Присутствует заглушка, где вы можете установить дополнительно фаркоп. Выхлопная труба достаточно оригинальной формы, выполнена из нержавеющей стали. В данной комплектации предусмотрена розетка для подключения и питания прицепа. Снизу расположилась запаска. Также мы видим в бампере датчики парктроника и противотуманные фары. Давайте оценим объемы багажника. Вот так он открывается. Напомню, что объем багажника от 112 до 1457 литров. Здесь возможно дополнительное получение еще 2 посадочных мест. Внутренняя часть двери у нас отделана пластиком. Есть удобная ручка для закрытия двери. Также присутствует 2 ниши. В одной из них расположился знак аварийной остановки и аптечка. В другом набор ключей. Также для фиксации двери предусмотрен газовый упор. Он фиксируется, также его можно заблокировать, чтобы дверь не закрывалась самопроизвольно.
теперь давайте пройдем в переднюю часть автомобиля и посмотрим силовой агрегат. Как видите, капот открывается очень легко, установлены газовые упоры. Капот также утеплен. Напомню, что на данном внедорожнике устанавливаются два типа моторов. Первый – это бензиновый мотор объемом 2,0 литра с турбиной, который выдает 245 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Второй мотор – это дизельный, также объемом 2,0 литра, выдающий 190 лошадей и 420 ньютон-метров крутящего момента. В данном случае у нас установлен дизельный мотор. Давайте посмотрим на него поближе. Пожалуйста, оператор, подойдите и заснимите мотор. Давайте оценим интерьер и техническое оснащение внедорожника. Садясь в данный автомобиль, чувствуешь премиальность, оцениваешь высокое качество отделочных материалов, функционал. Давайте я попробую вам описать, что я чувствую и что я вижу. В общем, садясь в автомобиль, на первое, что обращаешь внимание, это удобный кожаный мультируль. Посередине у нас надпись «Haval». Здесь расположились кнопки управления мультимедиа, можно ответить на звонки, кнопка круиз-контроля, управление мультимедийкой, что я уже говорил. Руль регулируется как по вылету, так и по высоте. Вот у нас вылет и высота. Второе, на что обращаешь внимание, это приборка. Она выполнена в оригинальном стиле с использованием как аналоговых, так и цифровых решений. Слева у нас аналоговый тахометр, справа индикатор топлива и температуры, которые тоже аналоговые. По центру расположился цифровой спидометр. Также есть много дополнительных индикаций. Сверху над приборкой есть маленькая панель, которая показывает то пристегнут ли водитель и пассажир, либо нет. Далее под рулем расположились лепестки переключения передач. Стоит обратить внимание на дефлекторы. Все дефлекторы обрамлены вот такой серебристой вставкой. Выглядит очень симпатично, изящно. Сверху над мультимедийкой у нас расположился маленький экранчик, на котором указывается высота над уровнем моря, далее атмосферное давление, компас и угол наклона автомобиля в градусах. Ниже расположился экран мультимедиа диагональю 8 дюймов, который можно управлять как при помощи кнопок, так и при помощи сенсора. Под мультимедийкой у нас расположился вход для CD-дисков, ниже кнопки управления мультимедиа. Еще ниже у нас есть блок управления климат-контроля. Напомню, что в данном автомобиле предусмотрен трехзонный климат-контроль. Рядышком слева кнопка старт-стоп запуска двигателя. В самом низу у нас расположился блок кнопок из шлифованного алюминия, который выглядит очень изысканно, добротно. Они отвечают у нас за отключение камеры заднего вида, ESP, система помощи спуска с горы, аварийка, система удержания полосы, система включения и отключения системы старт-стоп, а также контроль слепых зон. Давайте оценим функционал мультимедиа. Зайдем в менюшку. Здесь мы можем посмотреть состояние автомобиля, распределение на оси, температуру хладагена, трансмиссии, напряжение аккумуляторов, угол колес, высоту. В общем, очень много всего интересного. Управление кондиционером, дисплеем, блютусом. Присутствует два языка, русский и английский. Радио. Ну, в общем, давайте зайдем в другие настройки. Также есть настройка освещения, комфорта, настройка сидений водителя. Напомню, что в данной комплектации у нас есть подогрев, вентиляция, массаж и поясничная поддержка. Существует несколько режимов, несколько уровней, как для вентиляции, так и для подогрева. Центральный тоннель выглядит очень дорого. Как мы видим, большую часть поверхности у нас занимает вставка под дерево. Здесь у нас спряталось место для двух подстаканников. Также есть пепельница для курильщиков, место под
кредитные визитные карточки. Здесь у нас расположился прикуриватель. Ну и, конечно же, в данном автомобиле установлен электромеханический ручник и система автохолд. При остановке вам не надо удерживать тормоз, так как в автомобиле... Не надо рассказывать. Не надо, потому что это долго. Рядом расположилась шайба управления режимом работы коробки для езды по снегу, песку, неровностям и автоматический режим. Правее расположилась кнопка «Эко», понижающая и блокировка дифференциала. Установлен довольно широкий, удобный подлокотник, который также облицован кожей. Установлена система ионизации воздуха. Под подлокотником у нас очень много места, где у нас расположилась розетка дополнительная, USB-порт и AUX. Сиденья обладают боковой поддержкой и очень правильной геометрией. Спереди и сзади установлена электромеханическая регулировка сидений в 6 положениях. Также есть 3 режима памяти для водительского сидения. Сверху у нас расположились козырьки. Их можно удлинять. Также есть зеркало и подсветочка. Как для водительского, так и для пассажирского они идентичны. Неплохое салонное освещение. Есть кармашек, ниша для хранения очков. Что самое интересное, в данной комплектации присутствует панорамная крыша. Давайте я вам продемонстрирую. Слева от руля расположился блок кнопок управления освещением. Система AFS для подруливания фар на поворотах, система для изменения направления света, а также режима освещения. В интересном дизайне выполнены карты дверей. Верхняя часть у нас мягкий пластик. Далее есть вставка под дерево, кнопки открытия и закрытия замка, ручка для открывания. Далее кожаная вставка с прострочкой, электропакет для управления стеклоподъемников. Также есть регулировка боковых зеркал и система закрытия зеркал. Подчеркивает все это хромированная вставка. В самой нижней части расположился кармашек, где довольно много пространства, кнопка открытия топливного бака и динамик. Давайте посмотрим внутрь бардачка. Как мы видим, открытие плавное. Он у нас двухэтажный, с подсветкой. Сверху у нас расположилась инструкция, кстати, на русском языке. И снизу еще довольно много места. Сейчас я выставлю для себя удобное положение, и мы пересядем на второй ряд и посмотрим, каково задний пассажир. Присев на задний ряд сидений, чувствуешь себя удобно, комфортно. Напомню, что здесь регулируется угол наклона спинки, что очень удобно. Туннель практически не выпирает, он всего лишь 4-5 сантиметров, то есть перемещаться очень удобно. Напомню, что в данной комплектации у нас трехзонный климат-контроль. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный блок управления климат-контролем. Внизу расположился еще один потайной ящик, если можно так назвать, маленький, где у нас есть еще одна розетка для прикуривателя, либо подключения каких-то гаджетов, и USB-порт. Спереди места очень много. Как мы видим, даже есть еще выемки в переднем сиденье. Предусмотрена вот такая сеточка для хранения всякой мелочевки. Также для переднего пассажира предусмотрены дополнительные кнопки для управления посадкой. Дефлекторы присутствуют как слева, так и справа. Есть подсветка, поручни для удобной посадки, подголовники достаточно удобные. Материал отделки, так же как и передних сидений, выполнены из эко-кожи. Конечно же, куда
без подлокотника. Удобно. Кнопочка волшебная. Получаем еще 2 подстаканника. Все это так складывается. Также можно регулировать их как вперед и назад. Мне здесь очень нравятся материалы отделки дверных карт, выполнены в таком же стиле, как и передние. Так что здесь, в принципе, добавить нечего. Давайте мы выдвинем третий ряд сидений и посмотрим, каково будет сидеться там. Давайте продемонстрирую, как выдвигается задний ряд сидений. Два места появилось. Кстати, забыл сказать, здесь предусмотрен дополнительный отсек, где у нас расположился огнетушитель и домкрат. Также есть розетка на 220 вольт мощностью 150 ватт. Ну а теперь давайте пройдем на третий ряд и посмотрим, каково будет самым задним пассажиром. Чтобы попасть на третий ряд, нам надо опустить второй ряд сидений. И вот таким вот образом мы попадаем на самый задний ряд. Давайте я задвину его, чтобы мы поняли, сколько здесь места. Ну вот, я очутился на третьем ряду. Здесь также предусмотрены ручки, дефлектор и освещение. Так, по поводу пространства, я бы не сказал, что его так много, но, в принципе, на какие-то небольшие поездки вполне комфортно. Также напомню, что здесь есть 2 подстаканника, как для левого, так и для правого пассажира. Напомню, что на данный автомобиль распространяется гарантия 3 года либо 100 тысяч километров, плюс 3 года гарантии на лакокрасочное покрытие и 12 лет гарантии на устойчивость от коррозии. Стоимость автомобиля начинается от 26 500 евро. Стоимость же данной комплектации с дизельным двигателем начинается от 30 900 евро. Мы ждем предложений, на какой автомобиль вы бы хотели видеть следующий обзор.